Привет! Вы на канале Crazy, где мы говорим просто о сложных играх. А что может быть сложнее спидрана актуальной Devil May Cry? Правильно, только спидран актуальной Devil May Cry на высшей сложности. Что? Такого еще нет? Ладно, я что-нибудь придумаю. Что может быть круче спидрана актуальной Devil May Cry? Вопрос, не требующий ответа. Вот мы и начнем рассказывать об особенностях скоростного прохождения действительно хардкорных проектов. Ведь порой, чтобы банально пройти эти игры, нужно приложить немало усилий. А чтобы найти все скипы, гличи или обходные пути, наверное, продать душу богу спидранов. Другими словами, это очень круто, весело и по нашей части. А начнем с недавно установленного рекорда от раннера под ником Tech Haste. Мы поговорили с ним напрямую, чтобы из первых рук узнать о деталях его забега и затем максимально точно передать их вам. Итак, ран выполнен в категории Any, то есть со всеми возможными багами и на сложности Devil Hunter с персонажем NG+. Для начала разберем базовый мувлист спидранерских уловок. Первое и общее для всех персонажей – это пропуск мини-сценок в конце каждого боя. Поглядеть на себя дорогого в победной стойке, конечно, приятно, но непростительно долго. Вторая. При игре за Нера полагаться на прием рулетка и заряженный выстрел, остальные атаки слишком медлительны. Третья. В качестве добивания последнего противника за Ви всегда использовать прием королевская вилка. Любой другой удар запустит долгую анимацию, пожирающую драгоценные секунды. Ну и само собой, не трогать врагов, которых можно пробежать. Чего это я говорю о такой банальщине? Еще скажи, что ролики надо проматывать. Первую миссию раннер преодолевает скачками Гербера и за 35 секунд доходит до первого босса. Еще 19 и деревце идет на удобрение. Во второй миссии очень много ступеней, а мы все знаем, что... Это лестница. А еще лестницы это очень долго, поэтому перепрыгиваем их, экономя секунды на подъеме. Дойдя до апартаментов, используем преимущество закрытого помещения и с пэлом Гербера сносим 2 волны скелетов. Минуем крышу, провал, телефонную будку, и вот мы уже у второго босса. Тактон против Голиафа известен еще со времен беты. Панчлайном впечатываем его в землю, тем самым не давая проломить пол под ногами. Главное не попасть под раздачу в воздухе, когда тот размахивает своими лапами. Эту ошибку и совершает наш герой. Но фатальной ее не назовешь. Третье задание пропускается практически целиком, если в этом месте совершить вертикальный удар по краю крыши. Это позволит встать на текстуру воды и, подобно Иисусу, превозмочь земные оковы. В крестовом походе сквозь текстуры важно не провалиться на тестовую локацию, иначе рискуете потерять кучу времени, подобно одному русскому спидранеру. Нет! Нет! Оставшийся путь мирно летим на ракете. A few moments later. Да, на экране новый босс, но рецепт победы примерно тот же. Спамим рулетку по картам Мида неподвижно и оглушаем панчлайном, если попробует сбежать. Когда начнет подъем в центре, хватит и одной рулетки. Меняем героя, но все так же избегаем лестницы. Смирись, мизинец, никому не нравятся твои афоризмы. Пробегаем врагов, каких можно, каких нельзя убиваем. В конце доходим до босса. Особенной тактики здесь нет, только ваш скилл. Но если вызовете кошмар и он прилетит в метеорите, получите небольшой буст. Прежде чем приступить к следующему главарю, на уровне придется сделать 2 вещи. Подождать, пока демоны поравняются с этой бочкой, незачем тратить на них время по отдельности, и дать королевской импузе откусить себе голову. Нет, это вовсе не ошибка, а наоборот продуманная стратегия. Смотрите, если во время босс-файта возродиться с помощью красных орбов да за максимальную стоимость, вы отнимете у врага половину оставшегося хелсбара и полностью восстановите Devil Trigger. И тут вы подумали, что таким образом вся игра и пройдется, но обладатель рекорда скажет нет. По словам раннера, метод пригоден лишь в этом конкретном случае, хотя он искренне старается заставить его работать в 15-й миссии. Во-первых, Гирион имеет повышенное здоровье, и колупать его привычными атаками выходит слишком долго. Во-вторых, Ви – это единственный герой, который с помощью суммонов наносит урон, даже получая его сам. Для наглядности огребающий Нера тратит аж 2 секунды на непозволительно долгую анимацию восстановления. А Данте это вообще не касается, но мы до него дойдем. В-третьих, на этой сложности атаки боссов очень щадящие, и быстрее отдаться импузе, чем попадать под молнию. Специально для этого раннер создал отдельный файл сохранения и уже прошел игру дважды с минимальным количеством здоровья. Второй раз нужен был, чтобы скипнуть появляющиеся фотографии монстров на NG+. Итого босс побежден, идем к следующему. На Гильгамеше применяем связку слоумо и приема шоудаун, что убивает махину еще до встречи с Ви. Перед миссией выбираем Нера и не забываем затариться брейкерами, они нам скоро понадобятся.
понадобится. Обходных путей не предусмотрено, поэтому экономим как можем. Все так же скипаем лестницы, парируем ножницы, да, метод работает еще с первой части, прыжками проходим мост. И добравшись до финиша, вспоминаем старый добрый рестлинг с Фоменко на телеканале ТНТ. Кто такие? Ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, что они делают! Посмотрите, что эти люди! Это какие-то острые металлические попы! Если серьезно, то за счет протеза Buster Arm бегунок увеличил свой урон вдвое, что и позволило ему, по сути, ваншотить каждого рыцаря. 8-я миссия. Бежим до первой непропускаемой арены, пробегаем сломанный лифт, после чего лезем в кровяную кишку и пистолетим себя по коридору в сторону кишки за номером 2. Теряем время на лифте. 7-й босс. В целом хитростей нет, но можете облегчить бой, используя брейкер, прозванный у нас Кавардак. Во второй фазе погибаем смертью героя, как того требует сюжет. И снова Ви. Уверенным шагом идем по прямой, пока не упремся в тупик. Тут важно не проморгать скрытый проход, куда и ведет дорога спидранера. Сам по себе путь занимает больше времени, нежели идти напрямик. Зато если потерять кровавые кусты, можно пройти сквозь невидимую стену и плавным полетом скипануть масштабную зарубу, которую в ином случае пропустить нельзя. Где-то через пару комнат имеется второй такой пропуск, и работает он так. Если встать точно посередине этих гробов и выполнить бросок тростью вперед, Ви проскочит боевую зону еще до того, как закроются двери, хотя игра будет думать, что он там. Дальше коридоры, блестяще парировал ножницы, снова коридоры, да, у игры проблема с левел-дизайном, стычка с ноубади и конец уровня. Предупреждаю, на этом этапе игра с самой разнообразной боевой системой последних лет теряет какое-либо разнообразие, а спидран проходит под лозунгом «Забомби в каменный век, сынок! Конец связи!» Неотъемлемой частью любого рана пятерки в категории Devil Hunter стала шляпа Фауста. Именно эта паскуда лишает нас удовольствия наблюдать самые смачные спидранерские комбо. И да, запредельное количество красных орбов – это результат использования тренера, что допускается в этой конкретной категории. Люблю запах напалма по утрам. Таким нехитрым способом мы и доходим до 8-го босса, бой с которым уступает в эпичности только Рубилову этих котиков. В следующем уровне по аналогии выжигаем все на своем пути, включая кавалер Анджела. Оказавшись у замка, не забываем о дополнительном прыжке в форме демона, чтобы забраться на 3-й этаж. С него на 4-й, а с того на 5-й. Немного выстрелов, и мы у цели. Великий владыка преисподней поставлен на колени имбовой шляпой. Видимо, игра охренела от такой наглости и решила крашнуться вот прямо сейчас. Oh my god, has the game crashed? Раннеру повезло, что появился софт, не учитывающий время загрузки. Далее на очереди 3 босса по цене одного тощего дохляка. Артемида убивается этой неловкой пародией на Jump Cancel. В бою с Голиафом огромный урон наносит прием шпага. Встретив кавальера, ждем, когда тот переместится на край арены, чтобы активировать луч кошмара. Снова берем под контроль Нера и, плюя на правила, в наглую скипаем все ловушки. Стоя у развилки, выбираем путь под землей. Там сбиваем бегемоту броню и награждаем королевским апперкотом. Впереди только босс. Вообще, Малфас очень подвижный противник, хотя по этой туше такого не скажешь. Поэтому, дабы притормозить будущую порцию наггетсов, Раннер заготовил протез Ректайм, но допустил фатальную ошибку и потерял целых 5 секунд, поскольку активация брейкера прошла в самый неподходящий момент. Хотя дальше все шло по плану вплоть до конца уровня. В роли Данте играем в привычной манере, но не забываем про лайфхак на боссе. Перед бомбежкой Цербера его рекомендуется оглушить обычной очередью, чтобы не мешал зарядке шляпы. Повторяем то же самое с Виталиком и его шайкой подпевал. Кажись, тут игра поняла, что пора остановить это безумие, и снова крашнулась. Но ошалелого спидранера этой херней не остановить. Одна загрузка и вьетнамские флешбеки накрывают Виталию уже с первых секунд. Многолетняя вражда двух всемогущих братьев решается в течение одного момента. Господи, лучше бы категорию без Фауста ввели, чем делать отдельную под прохождение пролога. Как будто этого было мало, руками Нера добиваем батю связкой Шоудаун плюс Бастер Арм. И можем поздравлять нового обладателя рекорда со временем 1 час 19 минут 27 секунд. Да, на экране другие цифры, просто из-за 2 вылетов программа уравняла время как-то по-своему. Как нам признался сам Раннер, его прохождение еще далеко от понятия «идеал». Он видит массу возможностей для оптимизации, начиная от исправления ошибок и заканчивая фишкой со смертью в 15-й миссии. Пожелаем ему удачи в этом нелегком деле, а если кто-нибудь захочет оказать поддержку, во-первых,
описании будет ссылка на прохождение. Если же захотите поддержать нас, то, как всегда, призываю подписаться на канал, от души вдавить лайк и написать что-нибудь приятное в комментариях. Ну и гляньте наши прошлые ролики. Настолько подробной истории серии Devil May Cry нет во всем интернете, ведь мы правда стараемся качественно делать свою работу. Короче говоря, не пожалеете. На этом у меня все. Еще услышимся.